Даже если вы ничего не публикуете и стараетесь не светить лицом перед камерами, цифровой след все равно остается. И собрать его в одну картину проще, чем вы думаете. Я бывший сотрудник второй службы ФСБ. Часть задач, которые ставились передо мной по контуру службы, это мониторинг, анализ того, что человек и так оставляет в открытом доступе. Покажу, как устроен этот мониторинг и один реальный случай, где метод не сработал. Пока не пошел дальше, подпишитесь. Новые разборы выходят регулярно, и без подписки вы их, скорее всего, не увидите. И телеграм-ссылка в описании, там разбираю новости и политику. Можно написать мне вопрос, постараюсь ответить. Начнем с того, из чего этот след вообще состоит. Без этого дальше не будет понятно, почему у метода поиска есть свой предел. Он делится на две части. Активный след, то, что вы оставляете сознательно, посты, комментарии, регистрации в сервисах, загруженные фотографии. Пассивный след, то, что собирается автоматически, часто без вашего явного участия. Геолокация, метаданные файлов, IP-адреса, история посещений. Ключевое отличие простое. Активный след — это то, что вы контролируете. Пассивный — то, что за вас решает технология, которую вы даже не замечаете. По отдельности каждая точка данных не значит почти ничего. Проблемы начинаются там, где разные источники, соцсети, камеры, приложения можно сопоставить между собой и получить не набор фактов, а карту поведения конкретного человека. Вот как этот мониторинг работает на практике. Реальный случай из моей службы, 2019 год. На мосту тогда вывесили баннер «Путин и Единая Россия, жулики и воры». Перед нами поставили задачу установить, кто это сделал. Метод стандартный. Кто выложил материал в сеть первым, тот, как правило, и причастен к его появлению. Не универсальное правило, но рабочая гипотеза, с которой начинают. Я проверил тогда все чаты, которые были тогда в разработке. Ничего. Поговорил с агентурой внутриоппозиционных движений. Тоже никто не в курсе, кто это сделал. В течение недели материал нигде не фиксировался, а затем он был зафиксирован, но не в тех чатах, которые отрабатывались. Фото и видео с акции выложили через Telegram-бота, обезличенно, без привязки к конкретному аккаунту. Я доложил руководству, они поумнее, выложили через бота. Ответ был короткий. Ага. Вот перед вами скриншот этой переписки, служебной переписки между мной и руководством второй службы. И этот короткий ответ «ага» по сути и есть признание. Источник публикации найти не смогли. Это был 2019 год, и мониторинг в основном велся вручную, силами оперативного состава. С тех пор система заметно автоматизировалась. В Москве работают две отдельные сети камер с распознаванием лиц, городские, их развивает Департамент информационных технологий, пользуется МВД, и отдельная сеть метро, совместный проект с Дептрансом, и данные с нее идут не только в МВД, но и в ФСБ. Потому что транспортные объекты считаются стратегическими объектами особого надзора. Разработчик технологии компания NT-Club и их алгоритм FunFace несколько лет подряд занимал верхние строчки мирового рейтинга точности распознавания. На точность не влияет ни макияж, ни возрастные изменения. Систему уже применяли не только для поиска преступников. В 2020-м, чтобы штрафовать за нарушение карантина, фото с уличных камер сверяли с фото в паспорте. На протестных акциях, чтобы находить не только участников на месте, но и тех, кто проходил мимо через метро рядом с акцией. Полиция тогда приходила к ним домой по данным камер на входе. И вот факт, которому чуть больше 3 месяцев, с 1 апреля 2026 года, действует новый закон, по которому ФСБ получила право прямого доступа к базе данных любых организаций, не только государственных, а вообще любых, которые обрабатывают биометрию. Организация обязана технически обеспечивать возможность выдавать эти данные по запросу. Это не гипотеза о будущем, это уже рабочая норма. Государство не всегда собирает все данные само. Часть работы за него по закону делают компании, которыми вы пользуетесь каждый день. По пакету Яровой крупные российские сервисы ВКонтакте, Яндекс, Mail.ru обязаны хранить и предоставлять ФСБ круглосуточный прямой доступ к личным сообщениям внутри своих платформ, истории поиска, лайкам и комментариям. Отдельная категория — это геолокации из приложений такси и доставки еды. Вы не думаете об этом как о слежке, когда заказываете еду или вызываете машину. Но это тоже точка данных, где вы были, во сколько и как часто. Камеры, соцсети, такси, доставка — по отдельности каждый источник дает фрагмент. Сопоставленные вместе, они складываются в карту поведения. Вернемся к истории с баннером.
потому что тот случай объясняет предел всей этой системы лучше любой теории. Весь государственный и коммерческий слой следа работает на одном допущении. Данные привязаны к конкретному человеку. Камера узнает лицо, соцсеть знает владельца аккаунта, такси знает, чей телефон сделал заказ. Разрыв этой привязки и есть единственная реальная брешь. История с ботом сработала не потому, что активисты спрятали содержание. Фото и видео все равно оказались в сети, их никто и не скрывал в принципе. Она сработала потому, что исчезла привязка между публикацией и конкретным аккаунтом, с которого метод и начинается. Уберите точку привязки, и объем собранных данных перестает быть картой, а превращается в набор разрозненных фактов без имени. Я не призываю к панике, но раз уж мы разобрали, как это работает, несколько конкретных шагов имеет смысл. Первое. Разделяйте личность и активность. Аккаунты, через которые вы координируете или занимаетесь чем-то чувствительным, не должны быть связаны с аккаунтами, где есть ваше настоящее имя, фото лица, номер телефона. Второе. Публикация без привязки к личному аккаунту. Та же самая логика, что сработала в истории с баннером. Не сама секретность контента, а разрыв связи между контентом и вами лично. Третье. Проверяйте разрешение приложений на телефоне. Доступ к геолокациям, контактам, камере. Приложению по доставке еды не нужен доступ к вашим контактам, и большинство пользователей никогда не проверяет, что именно они разрешили при установке. Четвертое. Разовая публикация. Нечитаемый сигнал. Система ищет закономерности, а не единичный факт. Регулярность и предсказуемость делают вас видимыми, а разовое действие почти всегда остается шумом. Государства и компании знают о вас больше, чем большинство людей думает. Это не миф. Но система не всесильна, она работает через привязку данных к личности, и там, где эта привязка рвется, все накопленное превращается в шум. Кто повесил баннер на мосту, так и не нашли. Не потому, что искали плохо, а потому, что искали не там, где остался бы след. Если вы досмотрели до этого момента, вы уже понимаете эту систему точнее, чем большинство тех, кто пишет о ней со стороны. Подпишитесь. Новые разборы выходят регулярно, и без подписки вы их, скорее всего, не увидите. И если хотите больше, чем разбор системы, у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании и в комментариях. Там я разбираю текущие новости, политику и события со своим мнением без купюр. Там же можно написать мне напрямую с любым вопросом, постараюсь ответить. С вами был Вадим Майоров. Берегите себя. До новых встреч.